Всем привет! Сегодня мы отправимся в очень удивительное место — Сиедру, античный город, который заслуживает вашего внимания. Лучше всего ехать на автомобиле, ну а мы, как всегда, расскажем, как добраться туда на общественном транспорте. Автобус номер 1 ходит вдоль бульвара Ататюрка, а далее вдоль набережной до Каргыджака. Около 30 минут едем до конечной. Ориентиром будет круговое движение и отель Атланта. Далее идем пешком около 6 километров вдоль банановых плантаций и фруктовых садов. По дороге будут встречаться указатели. Сиедра состояла из нижней части, которая располагалась на побережье, и верхней, выстроенной на вершине холма в 400 метрах над уровнем моря. После того, как в 13 столетии все южное побережье захватили сельджуки, а затем турки, город оказался заброшенным. У подножия верхнего города располагается парковка, с которой открываются отличные виды на морское побережье. Хоть это пока что и не популярная у туристов локация, здесь все облагорожено. Есть стенды с информацией, планом города и даже работающий санузел. На территории много лавочек, на которых можно отдохнуть в тени деревьев. Поднимаемся по лесенкам и любуемся руинами некогда крупного торгового города под историческую справку. Сведений об истории античного города Сиедра до наших дней сохранилось немного. Археологи пришли к выводу, что сам город возник где-то между 7 и 3 веками до нашей эры, а окрестности стали обитаемыми еще в бронзовом веке. Согласно истории, как раз в это время город был одним из наиболее значимых мест на пути, который проходил вдоль берега Средиземного моря. Также известно, что в 48 году до нашей эры здесь останавливался древнеримский полководец Помпей, возвращающийся с войны. А в эпоху Римской империи с 1 по 3 век нашей эры в городе Сиедра чеканилась собственная денежная единица, которая называлась Сиедриона. Во время Византийской империи в городе находилась резиденция местного епископа. В 9 столетии Сиедра на время вошла в состав аббасидского халифата, но спустя столетия Византия снова правила на этих землях. Раскопки начались лишь в 1994 году по инициативе дирекции музея Алании, видео о котором есть по ссылке в описании. На территории города есть здание высотой в 2 этажа, которое отлично сохранилось. По нему можно побродить и даже увидеть остатки мозаики. Некоторые историки считают, что в прошлом это был дворец, а другие уверены, что это базилика, и в пользу этого предположения говорят пристройки, хорошо сохранившиеся по обе стороны от выступов здания.
Археологи раскопали главную улицу верхней части города, пещеру, украшенную христианскими изображениями, которая использовалась для крещения. К северу от этого строения расположена колонная улица, к которой ведут ступеньки. В различных местах этой улицы встречаются обломки гранитных колонн, что говорит о былом величии и высоком уровне благосостояния города в византийскую эпоху. Вдоль улицы расположены остатки старых зданий и торговых рядов, а на обломках можно рассмотреть надписи и орнаменты. Исследователи предполагают, что длина центральной улицы занимала около 200 метров. В городе также отлично сохранились античные стены, руины античной церкви, цистерн и ванн. Руины от верхнего города, которые сохранились до нашего времени, относятся к периоду расцвета Сиедры, а именно ко 2-4 векам нашей эры. Известно, что в этот период времени город был крупным портом и востребованным торговым центром. Тогда здесь проживало около 5000 жителей. На самой вершине холма есть городской Акрополь, который достаточно плохо сохранился, но здесь можно рассмотреть окрестности на 360 градусов. Удивительный факт состоит в том, что развалины античного города Сиедры до сих пор используются местными жителями. В восточной части города можно увидеть 3 античных водоема, которые используются для орошения полей. Запас воды в этих водоемах пополняется за счет источника, находящегося неподалеку, который использовался еще в античное время. Этот источник называется Сарныч-Магарасы, или пещера-водоем, и остатки оформления его стен позволяют отнести его к древнеримскому периоду. Артефакты и части руин были вывезены из города и сейчас представлены в различных музеях Турции. Например, письмо из 46 строк, написанное римским императором Септимеем Севером гражданам Сиедры с выражением благодарности.
Данную локацию рекомендую к посещению, масштаб руины и их сохранность поражает своим величием. На этом наше приключение не заканчивается, впереди у нас новые выпуски. И чтобы их не пропустить, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Всем спасибо и пока-пока.